Ребята, привет! Добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я хочу затронуть самый дорогостоящий вопрос при переезде в Нью-Йорк: как же найти квартиру? Покажу, какие квартиры бывают, из каких квартир выбирала я, дам ссылки на сайт, где искать квартиру, а также расскажу, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы вам ее сдали. Если вы со мной недавно, добро пожаловать, меня зовут Маша, и это мой третий переезд в Нью-Йорк. Первый был Москва, Нью-Йорк, второй LA, Нью-Йорк и третий снова LA, Нью-Йорк. Если вам вдруг интересно, почему же я уехала из Лос-Анджелеса, то обязательно посмотрите видео на моем канале «Вся правда о Лос-Анджелесе». В первую очередь отвечу на самый главный вопрос: где же искать квартиру. Ссылки на сайты будут тоже в описании к этому видео. Итак, я ищу на трех основных сайтах: это apartments.com, zillow.com и streeteasy.com. StreetEasy — это в основном для районов Нью-Йорка и Бруклина. Но мой самый любимый способ поиска квартиры на самом деле это Google карты. Я очень принципиальна в своем поиске, поэтому если мне вдруг понравился какой-то определенный район, то я просто открываю Google карты, захожу на нужный мне район и тыкаю мышкой на каждое здание, пока я не найду apartment complex. После чего я захожу на сайт данного комплекса и смотрю все цены и фотографии. Если же вы ищете квартиру в субаренду, то вам подойдут группы на Фейсбуке и группы ВКонтакте, русскоязычные, а также англоговорящие. Отлично, с сайтами мы разобрались, теперь давайте перейдем к условиям аренды. Это будет актуально особенно тем, кто в США недавно или же только собирается переехать. Первый и самый главный критерий — это годовой доход вашей семьи совместный должен превышать стоимость аренды квартиры в 40 раз. Берем стоимость понравившейся квартиры, например, $3000, умножаем ее на 40 раз, итого получаем $120 000 в год. Вы должны зарабатывать один или же вместе с супругой совместно. Но не переживаем, если мы не дотягиваем до этой суммы, у нас всегда есть такая опция, как привлечь гарантора. Человек подписывает договор аренды вместе с вами и гарантирует в случае необходимости помочь вам с выплатой аренды. Но есть нюанс. В данном случае зарплата гарантора годовая должна превышать стоимость аренды вашей квартиры уже в 80 раз. Что, конечно же, сами понимаете. Второе условие: уровень вашей кредитной истории должен быть минимум 700. Его можно посмотреть в приложении Credit Karma или же в приложении вашего банка. Далее идут application fee. Это небольшая сумма денег в районе 50 либо $100, которую нужно заплатить для того, чтобы ваше заявление на подачу квартиры хотя бы хоть кто-то рассмотрел. Еще одно обязательное условие — это предоставить ваш tax return за последние 2 года. Другими словами, это доказательство того, что вы честно платили налоги последние 2 года. Что по понятным причинам не у всех есть, особенно если вы в стране совсем-совсем недавно. Последнее, но немаловажное условие — это депозит, который придется отдать вместе с выплатой за первый месяц квартиры. Условия депозита зависят от менеджмента билдинга, начинается он с $500 и заканчиваться может полной стоимостью квартиры за месяц. Наша последняя квартира обошлась нам в $2000 за депозит. Если все вышеперечисленные условия, к сожалению, невыполнимы, то есть еще одна опция, такая как предложить арендодателю заплатить сразу за несколько месяцев вперед, если он, конечно, согласится. Но здесь нужно понимать, чтобы вас этими деньгами не кинули. Теперь давайте я с вами поделюсь, какие же требования были у меня и у Джейкоба к нашей будущей квартире, когда мы переезжали в Нью-Йорк совершенно недавно. С каждой новой квартирой мои лично требования менялись, я бы даже сказала, росли, потому что каждый раз я узнавала что-то новое о жилищном вопросе. Самым главным требованием в квартире для меня является хорошее освещение. То есть это желательно большие окна или окна в пол, западная либо южная сторона, желательно угловая квартира, чтобы можно было видеть и восход, и закат. Sounds like a lot, но у нас абсолютно такая квартира была в Лос-Анджелесе. Она выходила и на запад, и на юг, поэтому свет в нашей квартире был от восхода до заката. Кстати, у меня есть обзоры всех моих квартир на моем канале, поэтому если вам вдруг будет интересно, то обязательно заходите. У меня есть специальный плейлист, он так и называется «Рум-туры квартир». Следующее требование — это стиральная машина и сушка прямо в квартире. Пожив один раз в таких условиях, от этого уже больше невозможно отказаться. Наши 3 последние квартиры были именно такими, когда ландри находится в юните, не на этаже,
не в бейсменте, а в самой квартире, и это, конечно же, самое удобное. Есть еще неплохой вариант, когда ландромат находится в подвале вашего здания. Это уже хорошо, потому что не нужно идти 2 блока или 3 и нести свое белье куда-то еще. Но вы можете также столкнуться с тем, что вы приходите, а все машины либо сушки уже заняты. Плюс за них все равно нужно платить. Минимум это $2,5 за одну стирку. Также для меня немаловажно иметь большое пространство в шкафу. После просмотра 20 квартир я могу сказать, что большинство из них имело максимум 2 очень малюсеньких шкафа, куда не влезет даже зимняя одежда, не говоря уже про весь гардероб ваш и остальных членов семьи. После LA с 2 большими входными шкафами и множеством маленьких — это моя боль. Я до сих пор не могу привыкнуть, что в Нью-Йорк это такая большая проблема. И отсюда вытекает следующее условие, чтобы размер квартиры, в данном случае однокомнатный, был не меньше 750 square feet. Если я правильно помню, это примерно 70 квадратных метров. Размер большинства однокомнатных квартир в Нью-Йорке примерно 600-650 square feet. Ну и последнее условие — это, конечно же, вид. Мне бы очень хотелось, чтобы вид был просто захватывающим и мотивировал меня вставать с кровати каждое утро. Дополнительные требования, которые не обязательны, но тоже приятно было бы иметь, это спортивный зал в здании, доормен либо консьерж, новый кухонный гарнитур, то бишь новые красивые шкафы, белая желательно столешница и также новая или отремонтированная ванная комната. Цены за квартиры – самый животрепещущий вопрос. Однушки на Манхэттене начинаются примерно от $4000. Во многих новых зданиях квартиры однушки начинаются даже от $5000. К сожалению, цены на квартиры в Нью-Йорке за последние 2 года очень сильно выросли. К примеру, квартира, в которой мы жили до этого в районе, который называется Long Island City, обзор, кстати, на эту квартиру уже есть у меня на канале. Цена за эту квартиру выросла на $1000. Итак, давайте я вам покажу, какие же квартиры и в каких районах я смотрела. Я прилетала на просмотр квартиры в июле этого года. Изначально Манхэттен я даже не рассматривала в силу его высокой стоимости. Районы, которые я смотрела, это даунтаун Бруклина, Вильямсбург, мой любимый район, и Лонг-Айленд-Сити, так как мы уже в нем жили. В даунтауне Бруклина построили очень много новых красивых небоскребов, которые отвечают практически всем моим требованиям. Но пройдясь по району и посмотрев примерно 20-30 квартир, я поняла, что не смогу там жить, потому что там слишком шумно, там грязно, и сам вайб данного района мне просто не подходит. Далее Вильямсбург. Это мой любимый район.
Он сейчас очень сильно трендится, там много всего происходит, там всегда есть куда пойти с друзьями, где вкусно покушать, заняться йогой или пилатесом, или даже просто погулять по набережной. Но цены на эти квартиры сейчас примерно точно такие же, как и в самом Манхэттене. Одна из любимых квартир – это квартира с видом на Манхэттен. Но у нее казалась совершенно маленькая площадь и отсутствие места в шкафах. Плюс до метро идти 15-20 минут, что очень неудобно, особенно зимой. Следующий район, который я рассматривала, это Гринпойнт. Он перетекает плавно из Вильямсбурга по направлению к Квинсу и к Лонг-Айленд-Сити. Цены в Гринпойнте примерно такие же, как в Вильямсбурге, но чуть пониже. Поэтому при всем желании квартиру подешевле найти все же возможно. Бонус Гринпойнта в том, что сейчас там настроили очень много высоких зданий с новыми квартирами и шикарным видом на Манхэттен. Минус данного района, что он все-таки немножечко старенький, там меньше чего происходит, и сам вайб района мне, нравится не очень. И еще один район, с которым я вас познакомлю в этом видео, это Лонг-Айленд-Сити, в район, в котором я уже жила. Я туда вернулась, чтобы освежить свои воспоминания, так как меня там не было 3 года, я зашла в то же самое здание, в котором я уже жила, и посмотрела соседние. Плюс Лонг-Айленд-Сити в том, что это новый район, там открылось очень много вкусных новых ресторанов, большой красивый парк прямо у воды, дог-парк, детские площадки и много магазинов. Но также его минусом является то, что он более индустриальный район, менее обжитой, там очень много цехов, производства и даже продакшенов, что мне лично после проживания в прошлый раз очень сильно не понравилось. Итак, после туров по всем районам Бруклина и Квинса я поняла, что так и не нашла ту самую квартиру, в которую бы мне захотелось заехать. После этого пришло понимание, что все-таки придется рассмотреть Манхэттен, а именно ту квартиру, в которой мы находимся сейчас. В этом здании я уже была, оно мне очень сильно понравилось, и оно соответствует всем моим вышеперечисленным критериям, но у него есть один минус – это агентская комиссия. Данное здание не относится к обычным билдингам с управляющей компанией, то бишь менеджментом, которая не взимает плату за свои услуги. Это здание относится к кондо-квартирам, где владельцем каждой квартиры является отдельный собственник. То есть человек при желании сдать свою собственную квартиру нанимает агента, чью комиссию должны оплатить мы, будущие жильцы. В нашем случае нам удалось договориться с владельцами квартиры, и они сделали нам небольшую скидочку, и комиссию агента мы с ними заплатили 50/50. Обзор нашей текущей квартиры я обязательно сниму, но чуть позже. А пока задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить этот самый обзор. Всем пока и спасибо за внимание!